Здравствуйте! Вас приветствует тестовая лаборатория Aldi Computers и я, Владимир Смирнов. Наконец-то, после длительного ожидания, компания Intel выпустила процессор с новой архитектурой Ivy Bridge, созданный по новому техпроцессу, но, к счастью для многих, использующий старый процессорный разъем Socket 1155. И все, что нужно владельцам материнских плат с этим сокетом, для того, чтобы новый процессор заработал, это всего лишь обновить BIOS. Сегодня мы будем тестировать самый производительный процессор нового поколения Intel Core i7-3770K. Конечно, новый процессор нельзя тестировать отдельно, не сравнивая с конкурентами. К нашему сожалению, конкурентов у этого процессора, выпущенных другими производителями, практически нет. Топовый процессор от AMD изначально позиционируется как более дешевое решение, и все же не взять его на тест для получения полной картины мы не могли. Зато в модельном ряду Intel есть с кем посоревноваться. Во-первых, это процессор Intel Core i7-2700K. На момент своего выхода он обладал той же ценой, что и сегодняшний герой. Кроме того, он имеет то же количество ядер, тот же объем кэш-памяти третьего уровня и ту же тактовую частоту. Так что здесь сравнивать мы будем именно архитектуру. Но сравнение только процессоров — это еще не все, ведь у Intel есть и другая платформа. И в ней процессор, очень похожий на главного сегодняшнего испытуемого, как характеристиками, так и ценой. Это Intel Core i7-3820, который в модельном ряду стоит несколько выше сегодняшнего героя. Итак, в тесте примут участие 4 процессора. Intel Core i7-3770K, Intel Core i7-2700K, Intel Core i7-3820 и AMD FX 8150. Вот технические характеристики процессоров в таблице. Теперь таблица с описанием тестового стенда. Перейдем к тестированию. Для начала посмотрим, как процессоры были оценены операционной системой. Наилучшую оценку получил Core i7-3770K. Теперь процессорный тест Cinebench R11.5. Здесь победу также одержал Core i7-3770K. Теперь тест, интегрированный в архиватор WinRAR 4.0. И тут со значительным перевесом выиграл AMD FX 8150, благодаря своим 8 настоящим ядрам. И это единственный тест, где этот процессор оказался лидером. Тест, не заточенный под многоядерные процессоры, Super P32M. Быстрейшим здесь вновь оказался Core i7-3770. Комплексный тестовый пакет PCMark 7. В этой дисциплине победила система, сердцем которой опять был Core i7-3770K. Теперь графический тестовый пакет 3D Mark 2011. Тут в лидеры вырвался Core i7-3820. Видимо, сказался солидный размер кэш-памяти третьего уровня. А вот наш сегодняшний герой, к удивлению, занял в этой дисциплине последнее место. Еще один тестовый пакет AIDA 64. Вот таблица с его результатами. И напоследок тест на максимальную температуру нагрева. Кулер во всех случаях применялся один и тот же. Для прогрева конкурсантов использовалась программа AIDA 64 и ее тест стабильности системы. Результат снимался после 10 минут работы. Температура воздуха в тестовой лаборатории 20 градусов. Самыми холодными оказались Core i7-3770K и 2700K, а вот самым горячим AMD FX 8150. Но процессорные ядра не единственное, что изменилось в новой архитектуре. Видеоядро также обновилось. Так что мы решили провести маленькое дополнительное тестирование. Видеоядро Intel HD Graphics 3000, интегрированное в Core i7-2700K, против HD Graphics 4000, интегрированного в Core i7-3770K. Тестировались эти видеокарты в старом добром 3D Mark 2006. Как и ожидалось, со значительным отрывом в почти 20% победил Core i7-3770K. И еще одно маленькое сравнение. Именно между этими двумя процессорами, ведь оба они имеют индекс K, что означает разблокированный множитель, то есть они изначально созданы для разгона. Посмотрим, на что они способны в одинаковых условиях. Разгон осуществлялся с помощью увеличения множителя и поднятия напряжения с использованием того же кулера, с которым производились все тесты. Видимо, нам попался неудачный экземпляр с ядром Sandy Bridge. Мы смогли добиться стабильной работы лишь на частоте 4,3 ГГц, что для этих процессоров очень мало. Большинство чипов гонится на воздухе до 4,6 ГГц, а отдельные экземпляры даже до частоты 4,8. Зато приятно удивил новичок, без проблем показавший просто отличный результат в 5 ГГц, оставаясь при этом совершенно стабильным. Правда, напряжение для этого пришлось поднять довольно значительно. Ну что ж, на революцию никто не рассчитывал. Ее и не случилось. Легкое эволюционное развитие. Незначительный прирост производительности в процессорных тестах был вполне ожидаем. Зато новый процессор порадует покупателей офисных систем, не использующих дискретные видеокарты. Производительность интегрированной графики выросла весьма значительно. Кстати, в ПК, произведенные компанией Aldi Computers, новые процессоры уже устанавливаются. Первыми их получили модели Home 360 и Game 760. И напоследок мы заметили интересную тенденцию. Физический размер процессоров начал стремительно расти. Стало интересно, к чему же все это приведет. И мы решили заглянуть в будущее.